Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня понедельник, да, значит, пришло время для нашего еженедельного обзора по биткоину, а рассказать есть реально много о чем, да. В субботу у нас случился такой вот хорошенький пролив, да, ночью с 57-58 тысяч долларов до 42 тысяч долларов. Лично я сам потерял вообще практически ничего, потому что у меня была одна инвест-позиция, да, и то в прибыльном БУ, и потом у меня на споте и на фьючерсах не было позиций. Сейчас, почитав новости, да, увидел то, что у нас в субботу, да, Evergrande вышла опять новость, то, что о возможном дефолте компания не может выплачивать, да, и вообще такой вот большой долг висит, плюс как бы китайское правительство не поддерживает девелопера, да, и, соответственно, инвесторы, да, фондовые рынки закрыты, и как раз таки, думаю, испугались этого, то, что будет кризис, да, и тем самым пролили биткоин. Ну, конечно, еще там и другие, да, то, что мы уже и формировались около сопротивления, да, то есть у нас сформировался с технической части стороны, то, что не смогли пробить сопротивление на 58, который как раз таки говорил, да, то, что пойдем к поддержке. Да, был отскок от поддержки, да, от 52 тысяч долларов, но в следующий день, да, мы уже продолжили падение. Ну и давайте, наверное, посмотрим сегодня не только криптовалютный рынок, да, ну и фондовый, то есть сравним с нефтью, сравним с S&P, да, и куда мы можем вообще направиться дальше. Для начала давайте посмотрим прошлое, да, падение биткоина, которое у нас было еще в мае, да, вот майское падение, да, было довольно-таки более существенным для меня, я там потерял в районе 5 или 7, да, процентов депозита. Вот, но тогда оно было таким вот затяжным. Сейчас же у нас падение только начинается. Ну, оно шло, конечно, вот с 70 практически тысяч долларов, да, с начала ноября. То есть прошел в течение месяца, да, то есть, ну, были, по крайней мере, отскоки, да, и были у нас отскоки по альтам, и как бы оно не чувствовалось не так сильно, которое чувствовалось у нас в мае, да. Ну и давайте посмотрим. То есть, если сравнивать по локальным поддержкам, то у нас было после локальной поддержки, да, был поход потенциально на его ретест. Что, в принципе, вчера, да, сегодня мы не наблюдаем. То есть, я ждал похода в район 52 тысяч долларов. Вполне оно возможно, да, если у нас формируется какая-то разворотная фигура, мы сходим на ретест. Также у нас тут уже появилось новое локальное сопротивление, да, но это где-то район 52-53 тысяч долларов. То есть, если мы не уйдем оттуда выше, да, то есть обратно, ну, тут у нас еще и дневное сопротивление такое довольно-таки хорошее, то вполне возможно мы пойдем падать дальше. То есть, если падаем дальше, то это, конечно, первый уровень поддержки, куда, в принципе, мы и ходили, да, это 40 тысяч долларов. То есть, это такая вот тут у нас еще и проходит глобальная поддержка, то есть это район 40 тысяч долларов. Если мы пробьем уже и полноценные 40 тысяч, то это следующий уровень поддержки, такой уже более горизонтальный, да, от которого мы в прошлый раз и отскочили, это уже 30-28 тысяч долларов. Но перед этим давайте как раз таки посмотрим, какие потенциалы на падение или на рост, да, у нас есть по фондовым активам. Давайте затронем S&P. Для начала S&P вот у нас стоит прям на грани. То есть, если присмотреться, S&P на премаркете у нас, конечно, сейчас отскакивает, да, но посмотрим, что будет на реальных цифрах. То есть, это будет через 2 часа. Пока вы, наверное, посмотрите обзор, как раз таки, может, и американский рынок откроется, да, и посмотрите прям воочию, да, и увидим, будет ли у нас падение по S&P, да, то есть, это пробой у нас уровня 4500, либо же уже пробой уровня 4600 и поход выше. То есть, если у нас мы пробьем выше, да, туда будет отскок по биткоину где-то вот в район 50 тысяч долларов, 51 тысячи долларов, в принципе, можно будет поймать скальп-лонг, да, но если у нас произойдет вот как раз таки уже на всех вот этом негативном новостном фоне пробой, да, S&P, то мы, возможно, даже сегодня прольемся где-то на 4400, на 4300, то есть это такое вот хорошее падение, которое было вот тогда. То есть тогда у нас крипторынок вместе с S&P и падал, то есть довольно-таки хорошее было падение. Опять-таки, если мы упадем так, да, то сформируем потенциальную голову с плечами, то есть опять-таки формируется гип, который был тогда, то есть такой маленький гип, он отработал немножко, да, потом переформировали в перевернутый гип и отскочили наверх. Что будет сейчас? Но сейчас уже больше такая уже более большая голова с плечами, да, с целями где-то на 4000 долларов, то есть S&P, если он пойдет вниз,
то точно откупать, да, что-то в инвест и так далее я точно не буду. То есть мы будем смотреть, я буду шортить, то есть так давно не шортили, да, но тем не менее придется перестраиваться на рынок, друзья, придется, наверное, смотреть больше на шорты, да, то есть, да, как бы это не было тяжело и так далее, да, то есть вскоре может наступить реально криптозима, и такой подарок нам подарит на Новый год. Что касается по нефти. По нефти у нас произошел уже пролив, да, то есть мы выходили за сопротивление, но вернулись снова за него, то есть из-за этого на этом фоне у нас отскочил доллар довольно-таки хорошо, да, и сейчас у нас на нефти на самом деле формируется прям вот, ну, я не скажу, если это не книжный прям вот идеальный гип, да, то потенциально, если мы не сможем пробить больше 76, то я не знаю, как это назвать еще, то есть это такая вот идеальный гип, я бы, наверное, даже, кто у нас торгует на, там, на рынках, да, то вот я бы, наверное, даже шортил от 75, от 76, там, со стопом где-то за 79, то есть довольно-таки хороший сетап по нефти. Ну и, соответственно, это довольно-таки сильно скажется по экономике нашей страны, по России, да, то есть потому что сидим на нефтяной игле, если все это нефть пойдет там обратно ниже 60, да, где-то в районе даже 50, то не знаю, что может стать с рублем, то есть я вообще думаю, тогда мы пойдем уже пробивать сопротивление на 76, на 78, да, и уже где-то на сопротивление на 82. То есть в потенциале у нас погиб. То есть если мы не уходим ниже вот как раз 72 по доллару, да, то мы формируем перевернутую голову с плечами и идем наверх. То есть обратите внимание, друзья, особенно те, кто сейчас держит там свои вложения там в рублях, да, то я бы, наверное, пересмотрел данное решение, при том, то, что у нас сейчас рынки валятся, и самый такие защитный актив, да, будет выступать, я думаю, доллар. Ну, из всех остальных. Дальше, ну все, мы, я думаю, посмотрели, да, в принципе, доллар у нас к рублю смотрит наверх, нефть в отскоке в потенциале на 76 и потом тоже вниз, ну и S&P у нас на разнопутье, то есть мы пробиваем 4500, либо же 4600, и там мы уже смотрим за поведением биткоина. Ну и давайте вернемся к биткоину. То есть сейчас у нас 52, да, уровень сопротивления 52-53 и поддержка где-то вот на уровне 42 тысяч долларов. Ну и давайте, наверное, посмотрим Фибоначчи. Фибоначчи от нашего роста от 30 тысяч долларов до 69. То есть как раз таки мы остановились около уровня 0.5. То есть мы пришли к 0.5, пробили ложь 0.618 и сейчас находимся в зоне поддержки. Вот, ну, есть 44 500, конечно, у нас поддержка, но тем не менее, видите, 0.786 это у нас уровень 38 тысяч долларов. Вот, то есть такая у нас вот текущая картина. По эфиру. Эфир, кстати, вот что скажу, да, у нас, конечно, эфир на позавчерашнем падении битка выглядел лучше, чем биткоин, потому что его прям откупили к биткоину, формировался такой вот хороший фитиль на дне, я даже думал, что мы вчера вырастем, да, там на 4300 пойдем и так далее, то есть, ну, такой довольно-таки хороший доджик образовали на дневке, но сейчас как раз-таки пробили его, то есть у нас такой вот даже канал образовался на RSI, да, пробили его, протестировали и пошли вниз. То есть сейчас у нас по эфиру, да, поддержка на 3800. Но эти 3800 один раз пробили, да, если мы в следующий раз 3800 пробьем, то это будет уже фиаско, я думаю, по эфиру и по альтам, потому что эфир у нас как бы предводитель альтов, то в принципе потенциально можем сходить на 3200, это как раз уровень 0.5, да, и 2900, то есть это та зона, которая метит эфир. То есть, в принципе, там я бы, наверное, посмотрел бы на какой-то откуп эфира, либо же какой-нибудь скальп, да, около поддержки, ну или формирование фигуры здесь. Ну, может, конечно, у нас переформироваться все это дело в флаг. Вот, есть такой потенциал. Но, тем не менее, пока выглядит как двойная такая большая двойная вершина с походом вниз. То есть, ну, если присмотреться, да, то есть линия шеи у нас выступает как раз-таки 3900, 4000 долларов. BNB. BNB наш вымпел пробился вниз. То есть, по сути, фигура сейчас будет зарабатывать обратно, да, то есть это у нас опять-таки двойная вершина, но здесь как раз-таки двойная вершина с линией шеи на 520. То есть 520, если мы пробьем ее, то привет, наверное, как раз-таки 440, 450. То есть это как раз-таки отработка двойной вершины, ну и глобальная поддержка.
То есть, в принципе, где-то этот район. Можем, конечно, сходить на ретест, то есть это у нас облако дневное по Ишимоку и плюс ретест пробитой поддержки. То есть это вот где-то район 570-580 по BNB. Кстати, BNB у нас не обновила хай, ребят. То есть я как раз ожидал обновления хая, да, но мы не смогли пробить вот данное сопротивление здесь и ушли, кстати, вниз. То есть в данном случае, да, может как раз таки начаться такой медвежий цикл, как это было тогда. То есть вот такая же у нас формировалась вершина, да, и мы пошли после нее такой довольно-таки хороший, походкой вниз. Ада. Ну, Ада тут все пробила на самом деле, то есть у нас и глобальные линии пробит, да, то есть я как раз таки думал, была попытка на пробой, да, если мы смогли бы закрепиться, возможно, было бы какой-то там интересный походик, но, вот как я и говорил, мы сформировали больше флаг, да, откатили по RSI и пошли дальше вниз. То есть, ну, поддержка по Аде, ну, еще тогда чертил, это бакс. То есть бакс 0.8, да, это вот поддержка по Аде, но, в принципе, раньше, да, покупать, я думаю, не имеет смысла. Ну, может как раз сходить туда и вот потом на 0.5. Вот, на 0.5, и там как раз можно, я думаю, посмотреть в сторону шорта, то есть на сопротивление. То есть вот поход где-то на 1 бакс, потом отскок. Вот как раз таки отскок может быть у нас в конце декабря, если у нас так затянется, да, то есть будет ли там слив, да, рынков, то надо ориентироваться, я думаю, где-то под Новый год на какие-то потенциальные там отскоки. Ну и плюс это тоже выглядит на самом деле как огромный гип, честно, то есть, ну, такой вообще страшно на самом деле по Аде. Ripple пришел, в принципе, на поддержку, вложником откупился, ну и, в принципе, сейчас, я думаю, прольется дальше вниз, где-то, наверное, на уровень 0.5-0.6. Кстати, как-никак будет уместно, да, ребята, ставьте стопы, то есть многие там мне говорили, да, то, что Ильяс, там выходишь по стопам, там, и так далее, да. Ну, ребят, согласитесь, лучше выйти в минус 0,3-0,5% там фьючерсного или спотового депозита, чем на сливе остаться там вообще без депозита или там минус 50 и так далее. Вот, то есть лучше ставьте стопы и, соответственно, фиксируйтесь по целям. Доги, в принципе, вот сходил на поддержку, да, ну, вот поддержка у него сейчас находится здесь, на самом деле, где-то на уровне 0.13. Если пробьем 0.13, то пойдем на глобалку, где-то, наверное, на уровень 0.05. Вот, то, кто холдил там доги с 0.3, да, там, если еще больше, там, с 0.5, ну, тут, в принципе, дальнейшее падение, то есть, ну, единственный лонг сценарий это пробитие 0.2, и тогда можно 0.23 и пробитие дальше. До того, как DOT хорошо пробился, да, прям вот пришел на поддержку, то есть уровень 618, ну и дальше, вот где я, в принципе, его тогда не смог купить, да, но сейчас, в принципе, поддержка находится там же, это вот где-то в районе 10 баксов. То есть 10 баксов по доту, да, было, в принципе, интересно. Либо же возврат уже выше 32, то есть выше 0.5, да, выше возврат данного сопротивления, да, тогда можно будет посмотреть. Ну, в принципе, кстати, гип отработал более чем. Сол. Ну, кстати, Сол выглядит на самом деле получше, чем остальная альта, да, но тем не менее тут тоже такой вот, я думаю, гипчик образовался, сопротивление мы пробили обратно, пробиваем сейчас поддержку, да, ну, это Сол где-то можно, наверное, ловить где-то вот в районе как раз таки поддержки, это где-то вот в районе 120-130, то есть там проходит у нас такая вот зона локальной поддержки, то есть в потенциале можно поймать его там. Но сейчас ловить, думаю, не стоит. Вот на походный ретест, когда будет в районе, наверное, 200, да, там можно попробовать шорт со стопом где-то за 215-220. Лайткоин. Ну, лайткоин на самом деле красиво падает. Прям вообще мне нравится, на самом деле. Я вот, если смотреть по поддержке, вот лайткоин, не знаю, вот смогу дождаться по 80 или нет, кстати, друзья, напишите. Как думаете, дождемся лайткоин по 80, там, по 90, либо же нет? Вот, то есть тоже интересно было бы его посмотреть там. То есть вообще прям очень интересно. То есть вот прошлое падение. Да, кстати, ребят, посмотрите, мы по альтам почти приближаемся к тому уровню падения, которое у нас было в мае. То есть вот когда в мае мы падали, да, то есть вот в мае тогда у нас лайткоин стоил 118, да, ну и сейчас он падал до 128, то есть ну плюс-минус. То есть, ну а вот в принципе, видите, потом у нас следовал откат, консолидация и дальнейшее падение. То есть рынки цикличны, да, нужно смотреть, в принципе, по истории. AXS от
ох, все-таки AXS, все-таки это было формирование у нас такого большого гипа, да, ну и все. В принципе, пробитие 125, да, у нас привело AXS прям к такому вот очень хорошему падению. Думаю, много кто лонговал AXS. Вот. Ну и, в принципе, отскок по нему я бы, наверное, ждал вот здесь. Ну, в принципе, мы к нему приближаемся. Я думаю, тут сейчас люди залетают в шорты по XS. И, в принципе, вот на уровне, может, 88, да, там, с коротким суперстопом можно будет попробовать лонг. Ну, я, на самом деле, сам даже посмотрю его там. Вот, поставлю даже, наверное, где-то на уровень 90. То есть там, в принципе, можно попробовать поймать скальп лонг с отскоком где-то в район 100, 108, 108, 110. Вот. Друзья, вот такой у нас получился обзорчик. Вот, надеюсь, досмотрели до конца. Такая ситуация на рынке. Кстати, биткоин немножко отскакивает, да, но тем не менее смотрим за формированием сетапов. И самое важное, друзья, не забываем про стопы. Если забыли про стопы, ну и забудьте про депозит. Как бы это жестко не звучало, на самом деле так и есть. Вот. Ну и всем хорошей рабочей недели. Если будут сетапы, еще, да, актуализация, я скину все в канал. Всем пока!